Друзья, всем новогодний привет! Это я, Константин Ивлев, а значит вы на Ивлев Шеф Channel. И я на всякий случай повторюсь, как я и обещал, в течение ближайших зимних 3 месяцев, это декабрь, январь и февраль, я готовлю свои любимые рецепты. Те, которые я сам ем постоянно. Я хочу для вас приготовить 2 любимейших своих десерта. Это ленивый мильфей Ивлева, ну и, конечно же, Анна Павлова. Интерес заключается в том, что я сделаю специально 2 полуфабриката, которые будут входить как в один десерт, так и в другой десерт. В первую очередь это ягодный соус, а во-вторых это сливочный крем. Так что, друзья мои, эти рецепты будут разбиты на 2 части. Сегодня мы готовим первую часть, и я готовлю для вас ленивый мильфей Ивлев. Почему ленивый, чуть попозже поймете. В следующий раз вы увидите вторую часть, это Анна Павлова. Сегодня я уже покажу, как готовить крем и соус ротте-грюци. Вообще соус ротте-грюци делается на основе красного вина. Но ввиду того, что не всем детям можно красное вино с самого детства, вино убираю, и остается только мороженые ягоды и вишневый сок. Так же, как небольшое количество сахарного песка и крахмала. Итак, друзья мои, я готовлю для вас десерт. Поехали! В первую очередь, конечно же, ленивый мильфей состоит из 3 составляющих. Это тесто, это крем, это соус. В первую очередь я поставлю готовиться соус. Соус очень простой, как и многие мои рецепты. Мы берем ягоду. Лучше всего взять ягоду свежемороженую. Либо купить, либо какие-то свои домашние запасы. Здесь у меня клубника, здесь у меня вишня, и здесь у меня, красная смородина. Малину, ежевику бесполезно использовать для этого соуса, потому что при тепловой обработке все это превратится в труху. А здесь у вас останется структура ягоды. Теперь я добавляю небольшое количество сахара. Много сахара не надо, потому что, во-первых, в соке есть сахар, а во-вторых, все-таки будет очень сладкий крем. Вишневый сок. Лучше всего вишневый, максимум гранатовый. Учитывая то, что ягода заморожена, она оттает, это будет сок. Поэтому нам не нужно, чтобы это все прям плавало, как компот из сухофруктов. Это должен быть все-таки соус густой. Поэтому я считаю, что надо сока добавить. Вот видите сколько? Не полностью покрытые ягоды. И все. Теперь я беру и ставлю это все на огонь. Доводим это до кипения. Только очень важный момент. Ни в коем случае не кипятим. Как только доведется до кипения, будем сразу заправлять крахмалом. Смешаем его с водой. Да все вы сейчас увидите, не парьтесь. Тем временем мы готовим тесто. Я беру бездрожжевое слоеное тесто. И произвольно тесто начинаю нарезать полосками. Вот так вот. Друг другу ни в коем случае не надо, потому что тесто будет подниматься, и оно может друг с другом сходиться. А нам это не надо. Нам надо, чтобы оно раскрылось. Теперь я это тесто ставлю в разогретую духовку 210 градусов и начинаю выпекать. Мы приступаем к крему. Вот здесь вот и вот здесь вот вы все увидите. Сколько, граммовка, чего и тому подобное. На 500 грамм сыра маскарпоне, хотя на самом деле для этого блюда можно взять и любой крем-чиз. Не обязательно брать сыр маскарпоне. Можно взять творожный сыр, можно взять, да любой. 5 яиц. Главное отделить 5 желтков от 5 белков. Белки мы сразу же будем погружать в дежу для того, чтобы взбивать. А желток я буду добавлять вот сюда вот. Но при этом у меня должны быть глаза на лбу, чтобы не пропустить момента тогда, когда, соответственно, соус закипит. Ну и, конечно, чтобы не подгорело тесто. Добавлю сразу ложку крахмала, который я потом буду разводить для того, чтобы затягивать свой соус ротте-грюци. Белки я сразу добавляю в дежу и взбиваю до пышной пены. Мне надо развести крахмал. Крахмал развожу я просто холодной водой. Лучше всего постараться развести так, чтобы не было комочков. Соус уже сейчас начнет закипать. Для того, чтобы ягода осталась в своей структуре, я теперь начинаю добавлять крахмал, чтобы все-таки у меня получилась консистенция киселя густого. Нужно вводить около 4 столовых ложек, как у меня. А если вы не знаете, то лучше всего потихонечку вводите. При кипении крахмал начнет срабатывать и будет загущаться. И только потом вы добавляете еще, если вам мало. Теперь начинаю вводить вот сюда вот крахмал. Помешиваю.
И посмотрите, какой, во-первых, он становится глянцевым сразу. Сейчас закипит, он затянется еще лучше. Мы пока добавили, лучше всего перемешивать слегка. Видите, какие пузырики становятся уже более тяжелыми. Соус закипел, крахмал сработал, схватился. Соус готов. Теперь его надо поставить в какую-то холодную камеру на подоконник. А лучше всего на улице, у нас зима на улице, там же морозильник настоящий. А вы посмотрите на глянцевый этот соус. Видите, ягодки сохранили свою структуру, и клубника, и красная смородина, и вишня. Аромат просто бомбический. Его величество белок у меня сбился. Перекладываю в любую посуду. Признаюсь вам честно, что вот этот крем, который я сейчас делаю для вас, это еще крем очень хорошо подходит для тирамису. Белок убираю в холодильник. Беру, помните, наши 5 желтков и 150 грамм сахара. Сахар с желтком я ставлю обратно и начинаю пробивать это все до однородной массы до тех пор, пока сахар не растворится. Сахара не должно быть с точки зрения кристаллизации. После того, как у нас сахар растворился, мы вводим сыр. Не надо здесь никакой сильной скорости, нам надо просто очень хорошо перемешать взбитый желток, сахарный песок и сыр. Скорость большая не нужна. Вы посмотрите на этот крем. Шикарный крем. Безумно вкусно. Теперь сюда я добавляю взбитый белок. И очень аккуратно, по часовой стрелке, я начинаю этот белок вмешивать. Ни в коем случае не блендером, миксером, а именно вручную. Смотри. Вот она, какая воздушная. Крем готов. Как я вам сказал, этот крем я буду использовать как для ленивого мильфея, так же, как для Анны Павловой. Но сейчас я готовлю мильфей, поэтому слова только о нем. Кстати, если вы хотите приготовить тирамису, вы можете использовать эту базу, но сюда добавить, например, того же кофейного ликера, и у вас получится офигенный крем для тирамису. Крем я закрыл пищевой пленкой и убираю пока в холодильник. Тесто начинает подходить. Вот, все, оно раскрылось. 5 минут ему еще стоять. И вот здесь вот очень важно, друзья мои, постараться, чтобы тесто не слипалось друг с другом. Я начинаю смазывать кленовым сиропом. Многие зададутся вопросом: шеф, а можно взять дрожжевое тесто? Можно. Но если нет кленового сиропа, ну, значит, тогда сделайте сахарный сироп. Без проблем. Возьмите мед, немножко разведите. То есть всегда можно что-то найти. И ставим обратно еще минут так на 5-10. Вот этот запах. У нас с вами подпеклось тесто, и это очень хорошо. Его можно вот так вот перевернуть и с этой стороны его подпечь. Дальше его ставим еще на минут 5 для просушки. Еще, конечно же, нужно небольшое количество мяты. Надо просто-напросто взять и постараться надергать вот таких вот маленьких лепесточков. Вот. Ну все. Нам надо дождаться, когда тесто полностью высохнет, потому что мы его потом начнем разбирать руками. Самое главное в тесто, чтобы оно превратилось вот в такую вот карамельную, хрустящую текстуру. Слышите? Вот. Это очень важно. Ну что, друзья мои, мы все ближе к разгадке рецепта ленивого мильфея по-ивлевски. Все очень просто. Тесто готово. Вы посмотрите, самое главное, чтобы тесто раскрылось и превратилось вот в такие хрустящие карамельные болванки. Нам остается только дождаться, когда тесто полностью высохнет и остынет. А теперь просто берем его вот так вот и жмыхаем. Смотрите, очень важно. Такое тесто, например, осталось. Где-то что-то не допеклось, где-то что-то не пропеклось. Это не страшно. Потом мы его собираем и обратно ставим в духовку высушиться. То есть это нескончаемый поток. Как же это вкусно. Слоеное тесто пропитано кленовым сиропом. Это просто
Взрыв башки, как вкусно. Вот так вот. Блин, самое главное, это все не съесть. Не надо прям в труху. Надо делать так, чтобы вот были такие крупные кусочки. У этого десерта, друзья мои, есть как плюсы, так и минусы. Плюсов то, что это вкусно и несложно делать. Минус. Здесь идея заключается вся вот в этом хрустящем тесте. Понимаете? Поэтому ни в коем случае его нельзя закрывать. Ни в коем случае его нельзя хранить в холодильнике. Если вы хотите его хранить, именно тесто, положите в большой контейнер, крышкой не закрывайте и поставьте на проветренное место. День-два, максимум 3, оно спокойно сохранится. Заранее десерт тоже сделать нельзя. Его можно сделать и есть его в течение 10 минут. Друзья мои, у нас все готово для того, чтобы я смог вам презентовать и раскрыть все секреты ленивого мильфея Ивлева. В классическом рецепте тесто должно быть ровненько, оно должно выкладываться слоями. У меня же тесто просто-напросто все вот так вот в труху. Плюс я добавляю кленовый сироп. Соус готов, крем готов, мята готова, тесто готово, сахарная пудра готова. Вы готовы? Я готов. Берем тарелку, лучше всего глубокую, потому что десерт лучше всего есть ложкой. Берем небольшое количество крема. Посмотрите, какой крем шикарный. Положили. Теперь я беру тесто. Опа! Положил тесто на крем. Теперь я беру дальше. На тесто я кладу крем. Теперь вы понимаете, что это не Наполеон, что его надо есть из-под руки. Опять крем, и так вот я повторяю столько, сколько хочется. Добавляю небольшое количество мяты. Опа, кто-то пришел на запах. Теперь я возьму, добавлю еще небольшое количество крема. Мяты. Тесто, сахарной пудры. Вот сюда сейчас сбоку я начинаю добавлять свой ягодный соус. Вуаля! Друзья, я горд за вас, потому что вы стали обладателем уникального рецепта, в принципе, как и все другие рецепты на канале Ивлев Шеф Channel. Поэтому я напоминаю на всякий случай, в течение 3 новогодних месяцев, декабрь, январь и февраль, я готовлю те блюда, которые я обожаю сам есть. И поэтому подписываемся, ставим колокольчик, рекомендуем своим друзьям. Ленивый мильфей Ивлева готов. С Новым годом вас! И увидимся, как всегда, очень скоро. Пока-пока!